В этом видео мы покажем, как просто, быстро и классно с удовольствием перезапустить аквариум. В нашем случае это происходит вынужденно. Мы уже сняли ролик об обзоре наших аквариумов, 5 штук, от 30 до 600 литров. И в нем мы показали, какая у нас произошла авария в аквариуме на 180 литров. И теперь нам нужно его перезапустить. Кстати, можно посмотреть предыдущий ролик, перейдя по ссылке. Меня зовут Сергей, это канал Flomals, и здесь мы вместе с вами учимся содержать и ухаживать за животными, и не только. Конечно же, первый этап при запуске аквариума – это покупка, или правильно сказать, приобретение аквариума. Мы уже снимали ролик про запуск аквариума, целую серию роликов. И, кстати, именно этот аквариум, который у нас потерпел столько неудач и сломался, в нем лопнуло стекло, сломался фильтр, именно его мы запускали поэтапно и снимали об этом целую серию видео. Это можно посмотреть тоже, перейдя по ссылочке, там плейлист. Прям вот все классно, замечательно, но приходится все перезапускать. Но мы не расстраиваемся, мы наоборот считаем, что все, что не делается, это к лучшему. И, соответственно, следующий аквариум будет еще лучше, красивей, и вы все это увидите сейчас. Так вот, возвращаемся к тому, что первое, что мы делаем, это приобретаем аквариум. В нашем случае это вот этот вот аквариум на 220 литров. То есть он чуть больше того, что у нас был. Но объемы мы любим увеличивать. У нас есть аквариум 450 литров, 600 литров. И мы постоянно снимаем ролики про это. Подписывайтесь, чтобы смотреть, как продвигается, как происходит жизнь и как мы ухаживаем за такими объемами. В нашем случае этот аквариум довольно-таки бюджетный. Мы его приобрели вместе с тумбой. Соответственно, у нас отпадает головная боль, куда его ставить и на что он должен стоять. На что мы обращаем внимание при покупке аквариума. Первое, что мы смотрим, естественно, это трещины, лопины, сколы. Очень внимательно рассматриваем каждый уголок нашего аквариума. Сколов этих нет. Соответственно, следующее, что мы прям внимательно рассматриваем, это швы. Силикон не должен иметь пропускных отверстий воздушных сверху и вот до конца. Если такие будут, значит вода будет в них протекать насквозь, и, соответственно, он не подходит для заселения рыбками. Следующий этап: мы проверяем, не искажает ли картинку наш аквариум. То есть не меняет ли он цвет нашей руки внутри. Соответственно, не больше ли она становится или меньше, или еще какие-то искривления. То есть проверяем стекло, не коверкует ли она то, что мы будем видеть в аквариуме. Вот все, что мы, собственно, проверяем. Дальше просто смотрим визуально, чтобы он был качественный и хороший. А на что вы обращаете внимание при покупке аквариума, обязательно расскажите, напишите, потому что нам интересно, возможно, мы что-то упускаем, и, возможно, это очень важно. Отлично. Аквариум нами приобретен, доставлен до дома. Мы его заливаем водой, проверяем, нет ли протечек, уже просто прям конкретно визуально. Ага, ничего не протекает, все отлично, все хорошо. Сливаем воду, моем его, и он готов, в принципе, уже принять своих жильцов. Следующий этап, который мы делаем, это, как я говорил в предыдущем видео и сейчас уже упомянул, наш фильтр в этом аквариуме 180-литровом накрылся. Соответственно, сейчас мы приобретем новый. Новый нам нужен побольше, 220 литров. Это уже немножко посерьезнее объемы. Мы находим подходящий. Вот Эхейм 350. Соответственно, он готов обслуживать аквариум до 350 литров. Нам он отлично подходит. Вскроем его и покажем, что же там внутри. Ну что, приступим. Что у нас тут есть? Присосочки. Трубки и шланг. Классные фитинги. То есть вот их 2 штучки. И это очень удобно при промывке фильтра, и вообще технической его эксплуатации. И вот сам непосредственно фильтр. Давайте посмотрим, что у него находится внутри. Угольная губка, синтепон. Биологический наполнитель. Странно, раньше здесь был совсем другой. А теперь, ребята, это просто пеностекло. Синяя губка.
И керамические кольца для разбивки потока. Ну вот мы с вами изучили внутряночку. Ну и, конечно же, мы сейчас все промоем. И сложим вот в такие вот мешочки. Прям хорошенечко. И этот наполнитель, и этот прям хорошо помоем. Ну вот мы подготовили, помыли, сложили в мешочки. Но если честно, я прям очень сильно разочарован в покупке. Вот это вот наполнитель, почему не фирменный, я не понимаю. Это огромное разочарование. Мы не будем расстраиваться, надеюсь, что все будет хорошо. И наш фильтр будет работать на полную катушку и с таким наполнителем, потому что мы даже снимали ролик о том, что существует дешевый и классный бионаполнитель для фильтров. Можно перейти и увидеть его по ссылочке. И вот, кстати, о нем там мы и вели речь. Возможно, он настолько хорош, что его теперь используют все. Вот вы его рассмотрели, прекрасная машина. Дальше я хочу с вами поделиться тем, как можно быстро, качественно запустить данный фильтр. Но он подойдет, этот прием, не для всех. Почему? Сейчас вы увидите. Мы берем наш фильтр и запускаем уже в рабочий аквариум. Вот почему он не подойдет для всех. Вся биология из этого аквариума, все положительные, полезные бактерии сейчас быстренько и качественно заселят наш фильтр. Он поработает в этом уже существующем аквариуме где-то с недельку и, соответственно, наполнится просто вот живительной такой силой, которую мы будем использовать в нашем новом аквариуме. У нас на самом деле даже продают многие люди в объявлениях воду со старых аквариумов. Соответственно, вы можете купить, ну, если честно, для меня это вот, ну, как-то все очень странно. Но, может быть, можно спросить у соседей или у друзей, у которых есть аквариум, чтобы запустить классно свой фильтр. Ну, а для тех, у кого нет такой возможности, то тогда мы берем бактерии, мы берем улиточек, закидываем в свой новый аквариум, заливаем бактерии, и терпение нам подарок. Терпим недельку, может даже желательно побольше, чтобы биология там заработала, бактерии заселили наш аквариум и фильтр. Сейчас я хочу быстренько накидать эскиз того, что мы хотим увидеть в нашем новом аквариуме. Мы уже знаем, какие жильцы здесь будут проживать, потому что они уйдут с этого аквариума. Мы уже представляем, как они себя ведут. И исходя из всего этого, мы сделаем немножко по-другому в стиле Ивагуми. Сейчас набросаем рисунок, чтобы понимать в голове картинку эту. Вот так он будет выглядеть, вот так он сложился в нашей голове. И, кстати, я хочу немножко отвлечься от нашего сегодняшнего видео. Мы параллельно снимаем еще одно видео. Подписывайтесь, много очень информации у нас, с которой мы хотим поделиться. Им хочется узнать ваше мнение по этому поводу. Так вот, это аквариум 80 литров, мы уже тоже упоминали его в наших предыдущих роликах. И он у нас служил для пересадничка. Мы туда закидывали состриженные нами растения, туда закидывали рыбок на какую-то пересадку и тому подобное. Но он уже очень давно стоит, грубо говоря, без дела. И так как эта комната у нас пользуется малым спросом, пользовалась, мы как-то не особо придавали значение этому аквариуму. Но с недавних пор мы стали посещать данную комнату гораздо чаще. Она у нас стала более востребована в семье. И, соответственно, нам уже не нравится эта картинка, которая у нас перед глазами постоянно маячит. И мы решили его немножко так запустить заново, скажем так, дать ему жизнь, чтобы он смотрелся более красиво и красочно. И у нас родилось название для данного аквариума. Почему? Подписывайтесь, увидите тот ролик, вы поймете, почему прям вот с языка слетело название этого аквариума. И тут мне пришла осенила мысль. Ведь многие, кто вот снимает ролики на ютубе, да и вообще, кто занимается аквариумистикой очень серьезно и не очень серьезно, они все дают название своим аквариумам. А у меня ни одного названия ни в одном из 5 аквариумов нет. Соответственно, этот аквариум мы с вами назовем «Долина ангелов», так как скалярики по-другому еще называются ангелы. И я думаю, что это будет подходящее название. У того аквариума уже есть тоже название, а еще вот у этих 3 нет названия.
И я хочу обратиться к вам с просьбой, с такой интересной, помочь дать мне название данному аквариуму. Пишите свои версии. Вот раз аквариум, вот 2 аквариум и вот 3 аквариум. Как бы вы их назвали? Мне прям очень интересны ваши версии. Возможно, я выберу именно вот ваше название, и мы так будем называть свой аквариум. В общем, интересно. Подписывайтесь и делитесь своими версиями. В этом видео мы с вами приобрели аквариум, рассмотрели, как его лучше выбирать. Кстати, вот пишите, действительно, может быть, я что-то упускаю при выборе аквариума. Мне все время так это кажется. А то, что мы рассматриваем, я уже вам сказал. Мы подобрали и купили фильтр в наш аквариум. Также я с вами поделился, как его быстро и качественно запустить. И он сейчас стоит, работает и набирает силу свою бактериальную такую, прям чтобы бактерии в нем прям кишили. И уже в новом аквариуме он прям работал на все свои 100%. Мы накидали эскиз, как мы видим свой аквариум. А в следующем видео мы уже постараемся перенести картинку, или правильно сказать, свой эскиз в аквариум. Мы достанем камни, мы достанем растения, мы достанем грунт, заселим и поделимся этим с вами. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Любите природу. Всем всего хорошего.